Всем привет! Видеонаблюдение. Тот вариант для частного дома, для каких-нибудь складов, для помещений, для офисов, наверное, для школ, для садиков. В общем-то, вот этот вариант можно легко использовать в этом назначении. Может, кому и в квартиру, но это уже все зависит от вашей надобности и от вашей фантазии. Например, если ты хочешь в квартире конкретно себя обезопасить, установить камеры в подъезд, на лестничную площадку, чтобы наблюдала за дверью, за лифтом, там, за кладовкой за твоей. Поставить одну из камер на улицу, чтобы наблюдала за припаркованным твоим автомобилем. На другой сторону дома, например, у тебя там гараж или что-то. То есть больше одной камеры, то можно использовать вот эту вот POE-систему видеонаблюдения. Понятно, что можно купить готовый комплект, заплатив сразу хорошую сумму денег за комплект из от 2, наверное, начиная и до 16, 32 камер. 2, 4, 6, 8 камер. В комплекте с POE видеорегистратором, к которому камеры подключаете напрямую, установлен в нем жесткий диск, пишется в него информация, подключаете монитор, выводите картинку на монитор, на телевизор. В общем-то, такое решение тоже неплохое. Но есть вариант, когда можете вы не сразу большую сумму денег вкладывать, а понемногу. Прикупив, например, сразу POE Switch, POE коммутатор со встроенным блоком питания, то есть остается вам его просто включить в розетку 220 его кабелем, подключить его к домашнему роутеру, который отвечает за домашнюю сеть. Wi-Fi роутер, ну я думаю, что у всех такие роутеры уже с этим вопросов нету. Подключаем к нему одним кабелем. Расстояние, ну понятно, что, наверное, у вас где-то это все будет рядом. Опять же, зависит все от твоей фантазии, где ты будешь размещать POE коммутатор. Или просто его кинешь в коридоре на тумбочке рядом с роутером, подключишь его кабелем. Или будешь какую-то делать систему конкретную, то есть сборку в шкаф, будешь все собирать по красоте, чтобы все было. Это уже от твоей фантазии все будет зависеть. Подключаем кабель. Кабель, кстати, ты можешь также сам сделать. Купить витую пару. Вот, например, витую пару для помещений. Качество кабеля напрямую зависит от работы твоей системы. Медь, витая пара, понятно, это отличный качественный кабель, который проблем тебе не создаст. И уже сам отмеряешь, сколько тебе нужно, обрезаешь и обжимаешь. Вплоть до того, что можно купить обжимку, понятно, это идеальный вариант. Можно просто даже отверткой единоразово это все обжать. Видео у меня есть на канале. Коннекторы, это все также продается на Алиэкспрессе в любом количестве. Проходные, разноцветные, с экраном, различные. Также ссылки я все оставляю. Все это можешь ты делать сам, не нужно быть специалистом. И вот подключаем, какой кабель тебе нужно, ты сделал по длине. Подключаем в свободный канал роутера. Switch у нас уже в домашней сети. И подключаем одну из POE камер. Ссылки я оставлю на POE камеры, которые пользуются, так сказать, спросом, которые у меня вот проверенные и работают. POE обозначение стоит, камера работает по одному кабелю. Подключаем эту камеру одним кабелем на расстояние, которое тебе нужно. По POE может и 250, до полкилометра кабеля можно использовать. В один из свободных каналов POE коммутатора. И все, камера у нас уже работает, и она в домашней сети. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Далее покупаем один из видеорегистраторов, который вам нужен. На моем примере одни из бюджетных видеорегистраторов XMI приложение. Могут работать с камерами XMI, ICC, в общем-то по OnVIF протоколу. Также вы можете к этому видеорегистратору и камеру Reolink подключить, камеру Dahua, камеру Hikvision. Просто некоторые функции не будут работать. Это уже отдельное видео я снимал, вам рассказывал на канале по выбору камер. Какую камеру
на Алиэкспрессе выбрать, потому что они могут быть в одинаковых корпусах полностью, но заточены под разные приложения и под разные видеорегистраторы, если вы собираетесь ее совмещать для работы с видеорегистратором. Видеорегистратор вот в таком вот пластиковом корпусе, 16-канальный на моем примере. Почему такой корпус и почему такой корпус видеорегистратора небольшой? Потому что этот видеорегистратор приспособлен для установки жесткого диска обычного внутрь и записи на него. Этот видеорегистратор приспособлен для записи на внешний диск жесткий или на флешку. По этому видеорегистратору есть у меня также видеообзор большой с подробностями, с подключением, как он работает и в чем его плюсы. Тут же скажу в этом видео, в чем его плюсы, а в том, что подключаем мы его рядом с телевизором, рядом с вашим монитором. Немного он места занимает, можно его закрепить куда-то, на стену, на двухсторонний скотч, тумбочка, ну различные моменты. Подключаем по HDMI, например, к телевизору. И удобно вам с большого экрана, с большой диагонали просматривать большое количество камер, если вы их подключили. Даже небольшое количество камер будет удобно просматривать с большой диагонали. Все это можно сделать с помощью вот этого вот небольшого видеорегистратора. Чтобы видеорегистратор нашел камеры в домашней сети и вывел их через HDMI или VGA кабель, VGA монитор, понятно, HDMI, вот телевизор можно. Подключаем также этот видеорегистратор кабелем витая пара RJ45 в свободный разъем роутера. Также и этот видеорегистратор всеми портами обладает. Также подключаем его, и в домашней сети находит видеорегистратор все подключенные к коммутатору камеры и выводит на монитор, на телевизор. Пишется с этих камер, когда вы настраиваете запись уже там по всем этим моментам, пишется на жесткий диск, установленный в видеорегистратор, или же внешний жесткий диск в этом случае, или же карту памяти даже. Карту памяти, да, вот под слот под карту памяти может писать и на карту памяти, на жесткий диск внешний, и в USB даже флешку вставили, будет также писать. Очень классный вот этот мини видеорегистратор. А всеми функциями он обладает, как вот этот большой видеорегистратор. Определение лица, фиксация лица человека, определение силуэта человека и запись по всем этим моментам. Немного подведем итоги. По коммутатор, смотрите, 8-канальный, 4-канальный может быть, как в моем случае 16-канальный вариант, можно 16 камер к нему напрямую подключать. Это именно тот блок питания, который питает камеры и который коммутирует это все вот с интернетом. В домашней сети, если у вас вещает роутер в интернет, подключение интернета есть, то на эти все камеры можно будет заходить через интернет. В домашней сети подключаем мы плюс еще видеорегистратор к роутеру. Видеорегистратор через роутер в домашней сети находит все эти камеры. И заходя потом в приложение со смартфона, приложение XMI, открываем приложение, заходим на видеорегистратор и видим все камеры. В чем плюс вот этой всей системы? Это удобство подключения, справится даже ребенок. Сделать кабели, один вот момент, что нужно будет купить витую пару и обжать по вашему требованию, по вашей длине, которые нужны вам. Куски вот кабеля для камер, к роутеру и к регистратору кабель. Все остальное комплектующее покупаете в разном количестве. Можно разные камеры подключать в разных корпусах. Есть XMI-евские камеры в таких корпусах. Очень классный, кстати, вот этот вот корпус. Эффективные 4 линзованных ИК светодиода. И вообще корпус очень классный. Зарекомендовала себя вот эта вот камера в такой вот конфигурации. Очень классно. Эти камеры тоже, кстати, неплохие. Имеют они как ИК светодиоды ночного свечения, так и LED светодиоды белого свечения. То есть по определению силуэта человека поставили, и человек проходит ночью, включаются LED светодиоды белые, как прожектор. Или можно включить, можно выключить, чтобы камера себя не выдавала. Корпус металлический, также классный. Если, например, у вас есть поворотная камера, которую вы покупали раньше, одну камеру для пробы и посмотреть, как все это будет дело работать, и ее также можно будет по
POE 48 вольт подключить одним кабелем в эту всю систему. Хоть камера и 12 вольтовая, можно докупить вот такой вот POE сплиттер и подключить им камеру. То есть это такое переходное устройство. Сюда приходит от POE свеча 48 вольт. И уже на выходе 12 камера питается обычным способом. И будет она работать с вашей вот этой вот всей системой. На сегодня все. Переходите по ссылкам на другие видео на моем канале. По видеонаблюдению специально делаю для вас. Сам учусь и вам предоставляю эту информацию. От вас также черпаю информацию. Коллективный чат создал в Телеграме. Ссылка также будет в описании к видео. И QR-код. Переходите сразу. Общаемся по теме видеонаблюдения. Помогаем. Новички заходят. Ну и также профессионалы уже делятся информацией. Мой телеграм-канал. Также QR-код оставляю. Там, где с вами я напрямую общаюсь. Можете мне задавать вопросы. И делюсь с вами информацией. По различным устройствам. Не только по видеонаблюдению. А и по разным умным лампам, светильникам, патронам. Все есть также на моем телеграм-канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте продвигать видео. Всем удачи и до следующих видео.